Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. История Полины Дворкиной. Феминистка, убившая своего отца и пытавшаяся расстрелять мальчиков в детском саду, осуждена на 17 лет. Полина Платоновна Дворкина, она же Софья Олеговна Кечина, дочь известного красноярского журналиста Натальи Кечиной. Незадолго до преступления девушка сменила фамилию, имя и отчество. Ее отец, Олег Кечин, директор и соучредитель издательского центра «Дар». Мама и папа Дворкиной, по словам Полины, вели аморальный образ жизни, постоянно пили пиво, у отца был диагноз алкоголемия. Девушка говорит, что мечтала о родительской любви и понимании, чтобы было все как у всех, но вместо этого получала оскорбления, крики, побои. У Дворкиной не было друзей, парня, в школе ее считали изгоем. Отец не уделял мне тепла и заботы, доводил до слез и кричал на меня. Я нуждалась в заботе со стороны родителей. Не знаю, кем я еще могла вырасти, если нет поддержки никакой, внимания, любви. Мать меня к самоубийству склоняла. Отец говорил, что я не должна была родиться, рассказывала Дворкина судье сквозь слезы. Мы пообщались с человеком из близкого окружения Натальи Кечиной. Как-то он выпивал вместе с ней. Та под воздействием алкоголя поведала, что всегда мечтала о сыне, но родилась Полина. С Натальей Кечиной мы выпивали в компании задолго до трагедии. В один из моментов, когда женщина была подвыпившей, она начала плакать и говорить, что она хотела сына, а не дочь. Возможно, мать высказывала это все Полине. Может быть, это и стало триггером для самой Дворкиной, рассказал корреспонденту источник. Тем не менее, отца Полины соседи характеризовали очень положительно. Они жили по соседству практически всю жизнь и ничего плохого про него не смогли сказать. Доброжелательный, любил свою дочь, поддерживал хорошие отношения со всеми. Он ведь известный в нашей области. Да, думаю, не только в нашей. Даже книжку свою подарил как-то. Отозвался его знакомый из квартиры напротив. В пресс-службе судов Красноярского края NGS24.ru рассказали, что Полину еще до приговора оштрафовали на 10 тысяч рублей за феминистский манифест. И отправила почтой в иностранные СМИ и СМИ-инагенты манифест с выдержками идеологических учений авторов феминистического толка и декларирующих необходимость совершения женщинами в отношении мужчин насильственных действий и убийств. А также пришла в детский сад в футболке с надписью, побуждающей к враждебным действиям по отношению к мужскому полу, рассказали в пресс-службе. Но вернемся к самому преступлению и как Полина пришла к этому. Полина прониклась идеями радикального феминизма примерно в 12 лет. Увлеченная творениями ряда зарубежных авторов, девушка возненавидела мужчин. Она брилась налысо, жестко высказывалась о лицах мужского пола, декларировала ненависть и призывала к насилию над парнями. По ее словам, такое поведение Полина выбрала из-за пофигизма родителей. Дворкина рассказала на суде, что с детства мать с отцом ею не занимались, она была предоставлена сама себе. Они не обращали внимания на ее увлечения, не знали, где работает, чем живет. За несколько дней до преступления Полина ходила на разведку в детский сад. Она пришла в учреждение, чтобы якобы устроиться на работу. На самом же деле девушка изучала расположение групп. За полгода до происшествия Дворкина купила охотничье ружье. У нее была лицензия на него и справки от психиатра и нарколога, что с ней все нормально. Патроны Полина также купила в специализированном магазине. Разрешение на оружие выдает подразделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии. Получить его может любой гражданин от 18 лет, прошедший медкомиссию и оформивший все документы. Список документов не такой уж и большой. Заявление, копия паспорта, фотографии, охотничий билет, справки от нарколога и психиатра из диспансера, медсправка. Так как у нее было получено разрешение, значит, она все выше предоставленные справки предоставила. Я решила достать ружье и менее болезненно все сделать. Так начала планировать свое убийство Дворкина. В тот день, 28 марта 2022 года, девушка пряталась от пьяного отца в своей комнате.
По словам Полины, он пытался выломать дверь с криками «Я тебя породил, я тебя и убью». Девушка восприняла угрозу реально, поэтому зарядила свое ружье как бы на всякий случай. Когда отец проник в комнату, она дважды ударила его гантелей по голове, отчего тот упал и начал истекать кровью. Полина, по ее словам, испугалась такой картины, сперва намеревалась добить его гантелей, но не хотела, чтобы отец мучился. Тогда она взяла ружье и выстрелила в него, мужчина скончался на месте. Я же, убивая своего отца, никак не издевалась над ним. Наоборот, когда я наносила ему удары гантелей, мне было очень плохо причинять ему боль. Я бы могла ударить его со всей силы и добить, но я не могла этого сделать. Это было жестоко. Я решила достать ружье и менее болезненно все сделать. Я же никак не издевалась над ним», – рассказала Полина в суде. После расправы над отцом Дворкина направилась в детский сад номер 31. Он находился в нескольких сотнях метров от дома осужденной. Там Полина планировала расстрелять мальчиков. Для этого взяла с собой ружье, 39 патронов, баллончик, спрятала все под длинное пальто. На входе в садик Дворкина наврала охране, что пришла в группу «Карамельки» забрать своего брата. Охранник даже указал девушке путь. В группе «Карамельки» спали 17 детей 4-5 лет. Там же находились две воспитательницы – Евгения Толстая и Ирина Шабанова, и инструктор по физкультуре Наталья Стус. Все они занимались своими делами, когда хлопнула дверь в приемную комнату группы. На звук вышла Евгения. Я увидела девушку. Она вела себя очень беспокойно и была в одном сапоге. Сказала, что пришла за Артемом. Я подумала, что она группу перепутала. Спрашиваю, в какую группу она шла. Отвечает, в «Карамельки». Я говорю ей, что у нас нет Артема, и по ее поведению понимаю, что-то не так. Зову Ирину, и тут девушка распахивает пальто. Я вижу, что у нее в штанах ружье, рукоятка торчит. Я кричу Ире, у нее оружие, и бегу в коридор за охраной. Поделилась Евгения. Ирина в этот момент сидела в группе, печатала документы. Она тоже слышала звук хлопнувшей двери. Вообще часто кто-то заходит в приемную. Это не значит, что мы на каждый звук всегда выходим. Но именно в этот раз Женя решила посмотреть, кто пришел. Я слышала их разговоры, и мне тоже казалось, что девушка какая-то странная. Я пошла взглянуть на нее. Увидела ее со спины, мне показалось, что она была нетрезвая и слегка пошатывалась. Женя задала ей какие-то вопросы, девушка не смогла на них ответить и начала снимать верхнюю одежду. И тогда Женя закричала мне про ружье и бросилась за помощью в коридор. Девушка повернулась на меня. Я вижу ружье, кидаюсь в группу, кричу что-то Наталье и бегу ко второй двери, чтобы запереть ее, потому что не понимаю, что дальше будет происходить. Захлопываю вторую дверь, поворачиваюсь и вижу, что девушка уже лежит на полу и борется с Натальей, вспоминала Ирина Шабанова. В борьбу с Полиной вступила инструктор по физкультуре, бывшая хоккеистка Наталья Стус. Одной рукой она прижала девушку к полу, а другой схватилась за ствол ружья, но в одиночку не могла с ней справиться. Тут к ней подоспела Ирина. Они вдвоем пытались отвести ствол в сторону от детей. По словам педагогов, ружье в руках всех троих ходило туда-сюда, направляясь то на группу, где спали малыши, то на самих женщин. Когда ствол был направлен на шкаф, произошел выстрел, рассказывает Ирина. После этого, не знаю как, но мне удалось выхватить у нее ружье. Я выбежала с ним из группы, отдала его кому-то из коллег в коридоре. Мне сразу сказали, что уже нажата тревожная кнопка, к нам едут. И я побежала обратно в группу. Вбегаю, а мне Наталья кричит «Выводи детей!», и она распылила газ. И я кинулась выводить детей, рассказывала Ирина. Когда у нее выдернули ружье, то она выхватила откуда-то баллончик, то ли газовый, то ли перцовый. Успела брызнуть немного. Я схватила ее за руку и пыталась удержать, чтобы она не распылила еще больше. Вот это было страшно, призналась Наталья. Как говорят воспитательницы, все это длилось считанные секунды. Потом прибыла охрана и надела на девушку наручники. По словам сотрудниц садика, дети проснулись от выстрела, но не успели ничего понять и испугаться. Ирина быстро вывела их в соседнее помещение. В той группе был сын красноярки Ирины Павлюченко. Впоследствии женщина представляла на суде родителей воспитанников. Ребенок находился в детском саду. У них был сон-час. Непосредственно кроватка была рядом с местом происшествия. Где она стреляла, было очень близко к этому месту. Если бы она стрельнула, допустим, чуть-чуть там хотя бы на метр, дробь разлетелась бы, наверное, и на детей тоже, сказала красноярка. Очевидцы сообщили корреспонденту NGS24.ru, что девушка, когда ее уже обезвредили, находилась в неадекватном состоянии.
Говорила о том, что воспитателями работают в основном женщины и получают мало денег, а если бы детей рожали мужчины, их труд был бы ценным. После того, как Дворкину задержали, она призналась, что убила отца. Причину сразу сообщить не смогла, потому что находилась в состоянии, при котором ее невозможно было допросить. Наталья Кечина подала иск на 10 миллионов рублей к собственной дочери Полине за убийство мужа, сообщает прокуратура. Сейчас на квартиру, где жила семья, наложен арест. Возможно, таким способом мать пытается сохранить имущество. Компания убитого Олега Кечина была зарегистрирована в квартире одного из домов на Яковлева. По данным Росреестра, жилье принадлежит Софии Олеговне Кечиной, бывшее имя, фамилия и отчество Полины Дворкиной. Дворкина попросила судью отклонить этот иск, ссылаясь на то, что это ее единственное жилье. Убийца дополнила, ее мать изначально была свидетелем по делу, а не потерпевшей. Полину признали нуждающейся в психиатрической помощи. Напомню, у феминистки есть справка от психиатра и нарколога, что с ней все нормально. Примечание редакции. И ей нужен был законный представитель, но Наталья Кечина отказалась от этого, и тогда ее сделали потерпевшей. Моя мать заявляет, что все было нормально. Она такое не могла сказать, так как ей было плевать на меня, как и отцу. Мы были с отцом как чужие люди, она не хотела вмешиваться в мою жизнь. В своих показаниях моя мать говорит, что ничего не знает про меня, чем я занималась, чем я увлекалась. Она даже не могла подтвердить тот факт, что я работала, хотя она же видела, что я из дома выхожу. Даже такие моменты ее не интересовали. Сейчас еще предъявляет иск. Прошу вас данный иск отклонить, говорила девушка судье. Суд частично этот гражданский иск удовлетворил, обязал Полину выплатить своей матери 1 миллион рублей. Насколько я знаю, на всю Россию не было еще ни одного дела, где массовые стрелки совершают преступления, связанные с идеологией феминизма. Николай Аулов, прокурор. Прокурор края Роман Тютюник запрашивал для Дворкиной 19 лет лишения свободы в колонии общего режима и 2 года ограничения свободы. Суд же приговорил ее к 17 годам лишения свободы с ограничением свободы на 2 года. Каждый день пребывания в СИЗО ей зачтут за 1,5. Также девушке назначили амбулаторное лечение у врача-психиатра в месте лишения свободы. В ходе проведения судебно-психиатрических экспертиз у Полины было обнаружено психическое расстройство, которое не исключает ее вменяемость. На момент получения справок и получения разрешения на оружие она нигде не состояла на учетах. Скажем так, у каждого есть свои особенности, и она не выделялась из общей массы народа. Футболку, в которой ранее появлялась Дворкина, публично выступавшая на тему феминизма, суд постановил уничтожить. На вынесение приговора Полине Дворкиной не пришла ни старшая сестра, ни мать, известная в Красноярске журналистка Наталья Кечина. На местах для слушателей сидела только одна из родительниц, чей ребенок тогда был в детском саду. Сама Полина Дворкина признала себя виновной в убийстве, но не согласилась с квалификацией преступления. По части нападения на группу детского сада свою вину Дворкина признала частично. Как рассказал прессе прокурор Николай Аулов, надзорный орган позже примет решение, будет обжаловать приговор или нет. Говорить о законности приговора в настоящий момент невозможно, с учетом того, что итоговое судебное решение не получено. После его поступления в прокуратуру ему будет дана оценка, и оно будет изучено на предмет законности принятого решения, сказал Аулов. Также прокурор Аулов признался, что дело Дворкиной уникально. За всю мою практику это первое подобное дело. Насколько я знаю, на всю Россию не было еще ни одного дела, где массовые стрелки совершают преступления, связанные с идеологией феминизма. Кроме того, по мнению Дворкиной, во всем виноваты были дети. На моей практике такого нет, заявил прокурор. Ранее, 13 января 2023 года, Красноярский железнодорожный суд привлек к ответственности охранницу детского сада Алину Богданову, пропустившую Дворкину в детсад, и директора охранной фирмы Илью Косенкова. Их признали виновными по пункту Б части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности детям до 6 лет. Косенков получил 2 года колонии общего режима, а Богданова – 2,5 года. По данным портала rusprofile.ru, Косенков с июля 2021 года по октябрь 2022 года руководил ООО «Охранное агентство «Пересвет». Судя по сайту госзакупок, в прошлом учебном году эта фирма обслуживала все садики 3 районов Красноярска. В этом году контрактов с детскими садами у нее уже нет. Мама воспитанника детского сада номер 31 Ирина Полюченко говорит,
Со стороны смотришь по телевидению, да, но тебя не касается, ну, с чувства вот это сожаления, какого-то страха. А когда оно вообще происходит, ну, со слезами на глазах, можно сказать, да. Есть ненависть к этой Полине? Ненависти нету, у меня есть жалость к ней, как к ребенку, но по закону она как бы должна отвечать на все 100. С мамой ее пообщалась, не очень была довольна ее словами. Что она сказала? Что ребенок был, в принципе, предоставлен сам себе, что она была неуправляемой в подростковом возрасте, она не могла с ней справиться. Но у меня 3 детей, 2 взрослых, и что-то как-то управляемые у меня все. Я таких мам не понимаю. Я считаю, что частичная вина на матери есть однозначно. Я бы еще и матери дала какое-то наказание. Отец тоже, конечно, участник, тоже на него вина ложится. Но отца уже нет. Полине Дворкиной вынесли приговор, но пострадавшие и свидетели считают, что наказание заслуживают и ее родители. А как вы думаете? Пишите ваше мнение в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш 2 канал, ссылка на который будет указана ниже.